Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как мы упаковываем букет из гладиолусов. Букетик мы уже собрали. Обратите внимание, здесь у нас 3 гладиолуса. Он у нас односторонний. Заднюю часть мы украсили листом дуба и добавили 2 декоративных камыша. Такой букет достаточно популярен перед 1 сентября. Многие покупают гладиолусы, многие выращивают их сами в огороде. Как я уже сказала, букет у нас односторонний, повернут целиком на зрителя, поэтому и упаковка будет повторять его форму. Мы будем использовать вот такую вот пленку, она у нас полоску сегодня. Она бывает разных цветов, это пленка из рулона. Мы отрезаем точно так же квадратик, как мы всегда это делаем. И эта пленка будет служить у нас основанием для задней стенки. Мы ее складываем таким вот образом внутрь швами. Даже если немножечко у вас эти швы будут видны, это ничего страшного. Если у вас широкий букет, то, соответственно, вы делаете более широкое основание. Чем уже букет, тем уже вы складываете изначально пленку. Здесь вы можете поправлять уже в процессе. То есть вот вы положили букет, видите, что пленка немного вылезает за контур букета. Это нам и необходимо. По высоте точно так же. Можете все корректировать в процессе. Я хочу, чтобы у букета основание было более широким, более тяжелым. Поэтому мы вот так вот аккуратно загибаем и делаем здесь такой первоначальный кулечек. Вот так вот это будет выглядеть. Вот односторонний букет, соответственно, у него будет односторонняя упаковка. Вот мы украсили заднюю стенку. Но наши листики дуба все прекрасно видны. Мы ничего не закрываем. И плюс видны сейчас все цветочки, и боковые, и все нижние. То есть здесь мы оставляем пустое пространство. Далее мы закрепляем вот эту вот пленку. Я креплю просто тейп-лентой. В домашних условиях вы можете использовать и скотч, и изоленту. Любой скрепляющий элемент. Это необходимо для того, чтобы сейчас положить следующий слой упаковки, чтобы нижний у вас уже не развязался. Далее мы будем использовать в тон тоже вот такую вот матовую пленку. В рулоне она приходит. Мы отрезаем небольшую такую полоску по ширине. То есть здесь буквально чуть-чуть отматываете и вот так вот отрезаете. Вот так вот. Мы будем здесь использовать ее для того, чтобы закрыть вот эту переднюю часть. Сейчас, чтобы всем было видно, вот так мы ее сейчас будем складывать. Пополам сначала. Вот отмерили, чтобы в центре было. И вот таким вот образом под углом. Это сделано для того, чтобы эта часть была более широкая, а здесь у вас будет место крепежа, соответственно, оно должно быть более узкое, так как ляжет по стеблям. Вот таким вот образом получается такой кармашек. И вы его накладываете сверху на первый слой. Сразу же все расправляйте, чтобы на пленке не было никаких заломов. Кладете его под нижний цветочек. Не кладите наверх цветочка, чтобы он не был поранен у вас пленкой, и чтобы он не закрывался. Получается вот такая же двойная упаковка. Тоже закрепляем обязательно, чтобы теперь этот слой не развязался. Вот, все закрепили. Третий слой нашей упаковки — это будет вот такая листовая пленка. Мы используем сейчас листовую только лишь потому, что это тот цвет, который мы хотим добавить в наш букет. Но вы также можете использовать и пленку из рулона. Тут не принципиально. Отрезайте опять же квадрат, если это пленка из рулона, и загибайте уголочек таким образом. Чем больше вы загнете, тем ниже у вас окажется третий слой упаковки. Я хочу, чтобы упаковки третьего слоя было побольше, чтобы низ был более широким. Поэтому я загибаю уголок только до середины. Далее кладем наш букет таким образом, чтобы уголочек совпал с центром нашего букета. И здесь есть несколько способов. Можно сделать вот такие вот подворотики с одной стороны. И точно так же с другой стороны.
Получается вот таким вот образом букет оформлен. Края достаточно широко смотрятся. Кому-то это нравится, кому-то нет. Поэтому можно оставить либо так, либо, покажу сейчас второй способ, если вам хочется, чтобы упаковка была чуть-чуть поуже. Дело поуже. Сначала мы точно так же складываем наш лист уголочком. И далее загибаем боковые поля таким вот образом. Один. И второй, то есть уголочки вот эти вот доводим практически до центра. Кладем наш букетик по центру и делаем такие вот загибы с одной стороны и с другой стороны. Можно перехватить повыше, если виден нижний уровень больше. Если хотите, чтобы нижний уровень был не так заметен, тут так побольше нахлест просто делаете. Вот, обратите внимание, вот так вот это выглядит в итоге. И здесь сейчас мы украсим ленточкой. У нас сиреневые гладиолусы, вся упаковка сиреневая, и ленточки мы тоже подобрали в тон. И несмотря на то, что букет выглядит объемным, по цене он будет стоить не очень дорого, потому что гладиолус где-то в районе 150 рублей за штуку, то есть около 600-700 рублей. И у нас гладиолусы сортовые, бывает, что приходят миксом, они пониже в цене. Вот такой вариант букета получается. Обратите внимание, а здесь мы сложили 5 гладиолусов, мы ничем их не украшали, я имею в виду ни листьями дуба, ни камышами, и мы здесь покажем вам самую простейшую упаковку, Который будет соответствовать простому варианту букета. Берем снова нашу пленку в рулоне и отрезаем квадратик. Напоминаю, что пленку лучше всего использовать двойным слоем, как здесь мы делаем вот такой небольшой загиб, тогда она лучше держит форму, потому что это очень тонкий материал сам по себе. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем пленки у вас было меньше видно, то вы складываете ее вот таким образом, то есть практически уголочек совпадает с уголочком. У нас букет высокий, и мы хотим, чтобы пленка была видна из-под верхнего слоя, поэтому мы складываем ее вот таким образом, то есть чуть-чуть внизу загибаем. Кладем наш букетик по центру. И здесь делаем вот такие вот подвороты. Не очень принципиально, как у вас они будут подвернуты, потому что это будет лишь служить основой для того, чтобы верхний слой вашей бумаги не прижался к цветкам, и здесь оставался максимально открытый фон. То есть вот мы вот так вот сложили. Зафиксируем обязательно. Слоем у нас будет служить вот такая вот плотная бумага листовая. Это может быть и крафтовая бумага, и сжатая бумага. Здесь в зависимости от того материала, который у вас есть в наличии. Мы ее складываем уголочек к уголочку. Таким образом. По центру фиксируем ее. Теперь кладем наш букетик снова по центру. И заворачиваем. Вот видите, нижняя пленка вам позволяет сделать так, чтобы кулечек не прикасался к цветкам. Она держит и в то же время очень красиво смотрится и создает объем. И закручиваем букет. Можно в процессе чуть-чуть опустить, чтобы нижние цветочки были максимально видны. И расправляйте тоже по ходу дела того, как вы закручиваете упаковку. Вот здесь ваша упаковка, если чуть-чуть отстает, то можно ее пристеплерить или капнуть каплю клея. Получается вот такой вот лаконичный кулечек. Сейчас мы завяжем его лентой. Еще хочу сказать, что когда вы затягиваете бумагу, то она уходит чуть-чуть у вас вниз,
и верхний уровень автоматически на сантиметр оголяется. Поэтому, когда вы, вот видите, мы зафиксировали, и цветы стали еще более видны. Если здесь образуются такие заломы после того, как вы завязали ленточку, то можно вот так рукой аккуратно их расправить, чтобы максимально хорошо получилась ваша рюмочка. Вот этот уголочек, видите, да, у нас отстает. Мы можем положить наш букетик аккуратно и зафиксировать здесь степлером. Вот, букет готов. Такие вот два кармашека с боков видны, все цветочки видны максимально хорошо. Посмотрите, два наших варианта упаковки готовы. Кому какой больше нравится, это, конечно, уже выбирать вам. Этот вариант более плотный, этот вариант более воздушный. Старайтесь обязательно подбирать упаковку под цвет ваших гладиолусов. Тогда будет смотреться это очень стильно и элегантно.